Всем привет! Это нулевой урок курса «Основы программирования на языке C# и платформе .NET». Почему нулевой? Как и в программировании, отчет начинается с нуля, а не с единицы. Мы начинаем наш курс с нулевого урока. Но на самом деле это даже просто не урок, а некое знакомство, где я вам расскажу немного о себе, о своем опыте и о курсе. Итак, поехали. Кто я? Меня зовут Алексей Трофимов, мне 35 лет, и я занимаюсь разработкой программного обеспечения уже более 13 лет. На момент записи данного ролика я являюсь ведущим разработчиком компании Anderson. Основной мой профиль — это бэкэнд веб-разработка на платформе ASP.NET Core и языке C#, но также я занимаюсь и фронтенд разработкой на JavaScript, TypeScript и React. По факту я являюсь full-stack разработчиком. Имею также большой опыт работы с различными как SQL, так и NoSQL базами данных, такими как Microsoft SQL Server, Postgres, MongoDB, Cosmos DB и некоторыми другими. Работал старшим разработчиком в компании Сберрешения. Это дочерняя компания Сбербанка. В ней имел опыт разработки больших корпоративных веб-приложений с нуля, от этапа проектирования до этапа внедрения и поддержки в качестве архитектора и лидера команды. Некоторые из этих проектов доступны публично, кому интересно, ссылки я оставлю в описании. Работал также в иностранных компаниях, таких как, например, Global.js и Publicis Media. Имею собственный open-source проект на GitHub, который позволяет выводить данные в Excel из .NET приложений, размечая Excel-листы специальными шаблонами. Фактически эта библиотека позволяет строить Excel-отчеты любой сложности. Опять же, кому интересно, ссылку я оставлю в описании. В принципе, это все о моем опыте. Тем, кто захочет ознакомиться более подробно, может перейти на мой LinkedIn аккаунт. Ссылку я также оставлю в описании. Теперь давайте немного поговорим о курсе. Итак, курс у нас называется «Основы программирования на языке C# и платформе .NET». Основные его особенности следующие. Во-первых, он начинается с самых азов и постепенно переходит к все более сложным темам. То есть подойдет даже новичкам. Он не слишком поверхностный, чтобы даже у новичков сформировать представление, как все-таки работает язык C# и платформа .NET и развеять всю магию, потому что я встречал такие курсы, где сразу все начинается с Visual Studio, и новички иногда даже не знают, как без Visual Studio запустить их приложение и куда попадают скомпилированные файлы. Но в то же время он не будет слишком глубоким, чтобы не отпугнуть вас лишними и зачастую ненужными сложностями. Курс этот также имеет домашние задания, чтобы закреплять на практике теорию, и я настоятельно советую вам их делать, потому что так вы будете усваивать материал лучше, так работает наш мозг, потому что даже если вы понимаете все, что я говорю, то пока вы не попробуете это на практике, это для вас голая теория, и, скорее всего, вы забудете ее через несколько дней. Вы также можете получить доступ к ответам на эти домашние задания по подписке на Boosty. Ссылку я также оставлю в описании. Ответы будут предоставляться с подробными комментариями и разъяснениями. Также этот курс содержит телеграм-канал, где вы можете задать какой-то вопрос по урокам, по домашним заданиям, если у вас просто что-то не получается, и там вам отвечу либо я, либо другие подписчики, которые уже знают, как решить вашу проблему. Телеграм-канал будет также доступен по подписке на Boosty. Кому подойдет этот курс? Как я уже сказал, новичкам, которые раньше вообще никогда не сталкивались с программированием и разработкой, так как он начинается с самых основ, не бойтесь, просто внимательно слушайте, делайте домашние задания, и все у вас получится. Джуниор-разработчикам, которые делают уже какие-то первые шаги в коммерческой разработке, но при этом хотят углубить свои знания. Некоторые темы разобраны довольно глубоко, и даже middle-разработчики из некоторых уроков смогут подчеркнуть для себя что-то новое. Вкратце это все. Единственное, что напоследок хотел сказать, что в зависимости от того, насколько успешен будет этот курс и в целом канал, есть также планы снять и другие курсы, например, по веб-разработке на ASP.NET Core и C#, возможно, по фронтенд разработке на JavaScript и React. Также есть планы снимать какие-то отдельные ролики на разные темы. То есть планов много, знания есть, опыт есть чем поделиться. Единственное, все также зависит от вашей активности. Поэтому, если вам нравится курс, если вам нравится канал, то не забывайте подписываться, ставить лайки, писать комментарии. Также вы можете оформить подписку на Boosty. А если вы решите поддержать автора канала финансово, вы всегда сможете найти реквизиты в описаниях к ролику. А у меня на это все, и жду вас на первом уроке.